Всем доброго раннего утра, друзья мои. Перед вами алтарь. И, как всегда, необычный, и, как всегда, волшебный. И я хочу немного отвлечься от военной тематики, которая в последнее время занимает все мое время, потому как, когда у твоего народа трудное положение, тебе трудно переключиться на что-либо другое. Но когда уже в Арцахе стали одерживать победу, когда начали приходить хорошие, обнадеживающие новости, когда нам наконец-то удалось докричаться до своего народа, и процесс пошел, и диаспора возмутилась, и начались расследования, и начались уже давления оттуда. И политикам Армении волей-неволей пришлось подчиниться. Да их уже никто и не спрашивает. Вмешались более сильные державы в это все дело. Немного можно расслабиться, прийти в себя и немного отвлечься от этой тематики, потому что нужны и положительные эмоции в том числе. Этим мы тоже побеждаем. Всегда намерение врага – это обескровить нас, это вести нас в отчаяние, чтобы опустились руки, чтобы не хотелось ничего делать, не хотелось жить, сломить морально. А мы должны, наоборот, показывать, что мы сильный народ, живем, работаем, идем вперед и дарим миру свои знания, свое творчество, свою помощь, как всегда. И что никто никогда нас сломить не в состоянии. Вот. Кроме всего прочего, мне нужно отдать дань богам за помощь моему народу, а дань – это положительная энергия. А положительная энергия – это от ритуалов, которые люди исполняют, получают результат, радуются. И тем самым обогащают этот эгрегор, эту силу богов. Это своего рода моя благодарность силам за помощь моему народу. Единственное, что я хочу сказать, вот ту правду, которую я сегодня раскрываю, и другие люди, которых я загрузила у себя на канале, раскрывают вам глаза на эту правду. Сегодня она вам может не понравиться, потому что всегда приятнее находиться в эйфории, находиться в мечтательном таком состоянии, когда все хорошо и все прекрасно, потому что правда слишком болезненная, слишком страшная для сознания человека. Но правда нужна, чтобы вовремя одуматься, понять и спасти ситуацию. У нас могли бы не быть столько жертв, если бы у нас были политики разумные. Но, к сожалению, у нас нет разумных политиков, и они не понимают, что управление страной – это не есть свои дни рождения показывать, это не своих дочек показывать каждый день, это не циничные селфи, не поездки туда-сюда, что управление государством – это ответственность за свою нацию и за его завтрашний день. Что самые главные наши друзья и самые главные соратники – это твои соседи, с которыми нужно всегда налаживать лучшую связь. И прочее, прочее. Но придется вам эту правду принимать. Всех сильных людей, всех любящих свою родину людей закидывали камнями. Это не впервой. Обвиняли в предательстве, в продажности. Всегда тех, кто открывал глаза. Самый легкий способ понравиться народу – это сказать то, что он хочет услышать. И они это примут на ура. Но это не есть правильный, достойный выход. Потому что те, кто сегодня обнадеживает зря,
и завтра уже ему нечего будет сказать, и его закидают камнями. А придет день, и вы все, кто обзываете меня и кидаете на меня камни, будете мне благодарны за то, что я создала эту волну, открывая глаза, направляла вот эту информацию везде и всюду. И после меня блогеры, осмелев, об этом сказали, и начались проверки. И все-таки довезли еду, оружие тем людям, которые воюют. И, может быть, мои слова спасли тысячи жизней, но неважно. Вы многое не знаете, я о многом и говорить не буду. И о том, как уж получилось, что помощь все-таки пришла к вам, что вы можете отстреливаться теперь и уничтожать эти беспилотники. Много чего, не надо вам это знать. Вы посчитайте меня за предателя, считайте меня такой, неважно. Я абсолютно не злюсь. Я понимаю гнев народа, когда ты отбираешь у людей свою иллюзию и мечту, то у народа всегда гнев, ярость, и он может, знаете, в древние времена убивали тех, кто приносил нехорошую весть о поражении, о чем-то еще. Козел отпущения, собственно говоря. Народ всегда ищет виноватого. И виноватый не тот, кто это натворил, а тот, кто открыл глаза и сказал. Но придет время, и вы мне будете благодарны. Даже те, кто сегодня гадости пишет, придут и извиняться. Я это знаю, это уже не первый раз было в моей жизни, касаемо разных тематик, не только вот этого всего. Когда я говорила о том, что их обманывают, что такого рода вещи быть не могут, и люди мне писали гадости и так далее, через полгода приходили, у меня на канале учились, понимали и извинялись передо мной, что когда-то написали мне гадости, думая, что я вот желаю зла им. Один из древних сказал: народ любит ненавидящих его и ненавидит любящих его. Понимаете, вот это самое страшное, что вы любите того, кто вас ненавидит и не заботится о вас, и ненавидите тех, кто подорвал все свое здоровье, все свои нервы, кто каждый день звонит туда-сюда, кто поднял очень сильных личностей, лидеров и в Москве, и в других местах. Вы же не знаете возможности каждого человека, вы не знаете, на что способны люди. Это они могут скромно молчать и заниматься своими делами, но в нужный момент у них есть связи, у них есть люди, которым я помогла, есть люди, которые очень авторитетные, очень сильные личности. И вдруг у вас появляется возможность отстреливаться, и вдруг у вас появляется возможность себя защитить. Не буду углубляться, да? И вот те люди, которые для вас это сделали, это общество людей, их звонки, их разговоры, их просьбы, их давка на определенные рычаги и так далее. И эти люди, если вам это не говорят в лицо, что это я тоже здесь поучаствовала, и где-то и моя есть заслуга в этом. Если люди вам это не говорят, то вы их причисляете к предателям, к продажным, понимаете, и прочее, и прочее. А те, кто вас обворовывает, те, кто с улыбкой выступает в то время, когда столько людей погибает, те, кто палец о палец не ударил за целый месяц для того, чтобы помочь своему народу, они ваши герои, они ваши македонские. Это смешно. Самое омерзительное, что эти македонские, в кавычках, припишут себе и дальше продолжат эту губительную политику, если вы не очнетесь. Это нам был очень хороший урок. Нам просто показали, что может быть, если руководители страны абсолютно не представляют, что такое руководить страной. Если им кажется, что руководить страной – это всего лишь выступить по скайпу, селфи делать, когда они не понимают внутреннюю вот эту всю кухню, эту структуру, когда они не понимают, что если ты в Закавказье нарушаешь баланс сил,
то это все идет на твою голову. Понимаете? Силовой баланс существует. Силовой баланс две огромные страны всегда создают, как правило. И в Закавказье этот силовой баланс создают Иран и Россия. И если ты нарушаешь этот силовой баланс, то третий наглеет и идет на тебя. Это нужно знать, нужно читать Макиавелли, нужно читать Сократа политика, нужно быть политиком, дипломатом. Не говорить, да пошли бы вы нехорошие, вы хорошие, вы плохие. Нужно быть политиком. Карен Демирчан, дорогие друзья, который был лидером Армении в советское время, когда все запрещалось всем республикам, Демирчан всю Армению построил. Он руководство Москвы заставлял буквально подписывать и это, то, и ГЭСы, и мосты, и все, что в Армении построено в советское время, это Демирчан сделал. При нем построили монумент жертвам геноцида, когда это было вообще под запретом, даже помнить об этом было нельзя. Его заслуга. Я сейчас не помню точно, он сидел там у власти или после пришел, но это его заслуга. При нем сняли фильмы про геноцид, когда в советское время об этом вообще запрещено было говорить, и не писали даже об этом. А при нем они это сняли, это его вес был. Когда Сардарападский, память о сардарападских героях, он заставил Шеварднадзе Алиева прийти, встать и почтить память героев Армении, павших в Сардарападской битве. Это вес был, понимаете? Человек просто вес. Его называли Карен Паша. Его боялись и уважали, хотя он подчинялся советской власти. То есть, по сути, он был всего лишь госсекретарь одной из республик, не более того. Вот о чем я хочу вам сказать. Что у человека был вес и разум. Он использовал все ресурсы Советского Союза для своего народа. Человек, разумный политик, должен делать все для того, чтобы, если так сказать грубо, сэкономить кровь своего народа и решить все вопросы чужими руками. Это не то, что чужие пусть идут, гибнут или воюют. Нет. Решить на политической арене так, чтобы все повернуть в твою сторону, чтобы из твоего народа никто не погибал, чтобы не было войн, чтобы народ процветал. Потому что война – это разрушение на много-много лет. Мы еще не встали на ноги после геноцида. 105 лет мы еще революции, бунты, землетрясения, Карабахская первая война. Понимаете, нам еще 100 лет нужно, чтобы набраться сил, чтобы еще набраться нации, еще рождаемость повысилась, чтобы мы поднялись на ноги. Вот тогда уже мы будем более-менее противовес. Сейчас мы слишком малы, чтобы вот так рисковать таким огромным количеством людей, брать и делать все, что ты хочешь. Умный политик, он строит свою политику так, чтобы его стране любая страна приносила пользу. Вот это есть умная политика. А идиот, дурак, тупой или вредитель намеренный, нарочный, он делает все для того, чтобы рассорить все страны с ним. Пожалуйста, отвернули и Грузию, и Россию, и Иран обидели, уезжая в Израиль, и туда, и сюда. То есть вот то же самое поговорка: любить ненавидящих тебя, ненавидеть любящих тебя. Любить НАТО, любить ООН, любить Евросоюз, любить Америку и прочее, Европу. Те страны, которые тебя ненавидят. Дорогие друзья, в гибели Византии участвовала Европа. Европа подписала приговор Византийской империи, турок вооружала и всячески помогала. И ворота открыли шпионы Европы. Крестоносцы сколько раз уничтожали наши страны. То есть любить тех, кто тебя не любит, и европейские ценности, мифы, абсолютно созданные для дураков. Не существует европейских ценностей, их нету просто. Европейская ценность в том, чтобы каждую страну заманить к себе, разрушить, уничтожить экономику, поработить, начать доить, а когда у этой страны будут проблемы, сказать: мне некогда, у меня нет силы, я ничего не могу, или вообще осудить. Любую страну возьмите, посмотрите, Греция зашла в Евросоюз, что с Грецией сделали? Весь туризм уничтожили, все разбомбили.
Что сделали с Украиной, когда Украина захотела в Европу? Расчленили, уничтожили и сказали, извини, больше помочь не можем. Пришлось теперь Украине к туркам ходить. Любую страну. Грузии что сделали, когда она в Европу хотела? Его настроили на Абхазию, Осетию, уничтожили. Окончательно Грузия потеряла эти страны, своих молодых ребят потеряла, уничтожили экономику Грузии, угробили молодежь Грузии, а потом отвернулись, сказали, мы ничего не можем сделать, извини. Нужно на примере других людей учиться правильной политике и придерживаться такой умной политики, чтобы просто все обалдели, как этот человек руками Персии, России, этих решил все проблемы армян, даже капли крови своего народа не допустил пролиться. Понимаете, вы агрессивно сидите, поддерживаете дурака, который вас вел на заклание, вместо того, чтобы на политической арене это решить. Да, вот стоит теперь арцахское войско. Почему я сейчас снимаю это? Потому что я спокойна, потому что есть один человек, которому я доверяю, знаю, что этот человек никогда не соврет. Зовут его Аркадий Тертадевосян. Это генерал, он русскоговорящий человек, даже по-армянски нормально не может общаться. Слава богам, что он жив-здоров до наших дней. Этот человек, когда вошел в арену, его не пускали долго. Все говорили, пустите Аркадия, пустите, мы его называем командос. Он сразу решит проблему. Человек зашел, за 5 дней решил проблему. Изгнал их, вообще выкинул. Все эти фейковые новости, вообще это фигня, это неправда. Выкинул, дорогие друзья, он сам сказал. Все, Алиев завыл. Теперь надо нам держаться, и теперь надо правильную политику вести. Он тоже намекнул. Он тоже своими связями помог. У него тоже здесь огромное количество друзей, генералов, маршалов, кого только нету. Понимаете? Смотрите, как он разумно за 5 дней вырулил так ситуацию, что все эти огромные державы повернулись лицом. Смотрите, как умно понял ситуацию президент Арцаха, повернул их лицом. И смотрите, что этот дурачок сделал, и сколько жертв мы отдали его капризам. Дорогой мой народ, нельзя ненавидеть тех, кто говорит тебе правду. Эта правда спасает. Правда не предательство, правда желание помочь. Эта правда выплывет наружу в любом случае, но тогда будет больше жертв. А когда мы начали говорить, вот именно потому и командоса привели, что диаспоры начали возмущаться. А возмущаться начали, когда мы начали снимать такие ролики, говорить, призывать, уже злиться. Вот тогда они испугались, поняли, что диаспора не шутит, что люди начали просыпаться. Только тогда они вызвали командоса. Он пришел, этот человек, и практически завершил все. Вы представляете, мы отдали 4000 жизней ради каприза какого-то идиота для того, чтобы он наслаждался властью. Екатерина Великая сказала, править легко, управлять трудно. Править каждому идиоту, дайте корону, посадите на кресло, вот он правитель. Управлять нужно этим всем, так управлять, чтобы чужими руками, другими странами на политической арене, за круглым столом решить так вопрос, чтобы твой народ не пострадал. Потому что каждая жизнь, моя бабушка говорила, каждая армянская жизнь куплена золотом. И это правда, золото отдавали, чтобы дети, которые были в плену у курды и турок, их возвращали, откупали, чтобы эти дети потом дали потомство. И говорили, эти деревья посадим на нашей земле. Вот такое выражение было. Бабушка моя сказала, живите так, чтобы золото, которое за вас отдали, даром не пропало. Вы понимаете, что это означает? Что жизнь каждого из нас имеет огромное значение. Мы маленькая нация. Вот я заветом ее следую и делаю все так, чтобы моя жизнь, вот, то есть то золото, которое за меня отдали, символическое золото, чтобы оно не пропало даром, чтобы я заслуживала это золото, которое для меня отдали. Элементарные вещи, которые пытаемся до вас достучаться. Не надо ненавидеть правдоговорящих людей. Не скрывайте правду, это губительно. Глупый человек скрывает правду. Это все равно, как скрывать болезнь от человека и смотреть, как он умирает.
Понимаете? И не говорить ему, ты болен, смертельно болен, иди лечись. Если ты ему скажешь, он вылечится. Если не скажешь, он умрет. Время будет упущено. Это одно и то же, поймите. Правду говорит своей родине, своему народу тот, кто болеет душой. А кто хочет собрать лайки и аплодисменты, он выходит и говорит то, что вы хотите услышать. Он видит ваше настроение, он видит, что вам нравится, выходит и говорит. Но это не тот человек, который болеет душой. Ему плевать, поверьте мне. Он вышел, сказал, вот мы победим, наш македонский Иисус Христос сказал, я такой сон видела, все прекрасно, все хорошо. Все поаплодировали, сказали, вот настоящая патриотка своей родины. Она дальше пошла по дискотекам тусить, кайфовать. Она собрала вашу энергию, ваши аплодисменты. Ей все, ей больше ничего не надо, она пошла. От человека, который вам говорит правду, просто изнутри горит, у нее просто душа болит до такой степени, что хочет достучаться, помочь, спасти вас, чтобы вы очухались, поняли, что перед катастрофой стоим, если мы ничего не сделаем. Вы этого человека называете предателем. Да дай Бог Армении таких предателей, понимаете, миллионы. Если в Армении все будут такие предатели, как я, наша земля просто зацветет. Поверьте мне. Если бы все так хотели предавать Армению, как я предаю, по вашему мнению, сейчас мы жили бы в райских садах. К сожалению, нехватка дипломатии нашему народу, чрезмерная агрессия не в ту сторону, глупое просто понимание того, что, что ты продолжаешь ту же самую глупую политику. Народ, ты же должен понимать, что к чему. Это все приводит к большим жертвам огромным. А потом мы на последнем издыхании берем реванш и все. 4000 человек мы пожертвовали, чтобы пришел командос и почти закончил войну. О чем тут говорить? Почему этого человека 30 дней назад не допустили до этих событий? Объясните мне. Можно опять сказать, что я плохая? Я неправду говорю. Человек опытный, который в той войне одержал победу, почему его сейчас не пускали-то? Объясните мне. И не пустили бы, и мы бы вообще обескровились, мы бы погибли просто, если бы мы не начали поднимать протест, крики, если бы мы не начали снимать видео, говорить, призывать, злиться, опять бы его не допустили. Как вы не понимаете, что наши видео спасают вас? Спасают, мы рискуем своей жизнью, неизвестно, что с нами могут завтра сделать за эту правду, но мы, рискуя своей жизнью, спасаем нашу нацию. Не я же одна, все, цепная реакция начинается, там звонят, тут звонят, все интересуются, они уже начинают бояться. А если это скрывать и сидеть, то будет поздно потом говорить, очень поздно. Все, на этом завершим. Я надеюсь, что вы поняли. А кто не понял, знаете, и не понимаете. Главное, что вы будете живы, здоровы, ваши дети тоже. Можете винить нас, ничего страшного. Но мы будем рады, что вы остались живы. Так уж и быть. Ладно. Всегда ищут виноватого, крайнего, не там, где надо. Друзья, Византия. Великая Византия, Византийская империя. У меня на аватаре реконструкция лица византийской императрицы Феодоры. Почему реконструкция? Потому что у художников есть видение. Они видят прекрасно, как бы выглядела женщина вот из фресок, из мозаик, то есть в реальности, как бы она выглядела на самом деле. И они вот этот образ воссоздают и очень совпадает с реальным образом, с описанием, например, современников. Вот перед вами настоящее лицо византийской императрицы, ее шик, ее богатство. Я сегодня смотрю, думаю, можно сойти с ума. Вы представьте, пришли, взяли огромный город, огромную империю, какая была красота. И сейчас есть, сейчас там Стамбул. Византийская империя была настолько богата, что во многих древних заклинаниях, заговорах, которые мало кому известны, потому что такие вот знания, скажем, о
определенных символах богатства и так далее, такие знания, они присущи только людям, кто изучает, кто знает, то есть профессионалам, одним словом. И вот Византийская империя, Китайская империя, Трапезунд город очень часто встречаются восточной магии, денежной магии. Считается, что это были источники богатства. На самом деле, естественно, Византийской империи, к сожалению, уже нет. Но слава Византии, богатство Византии, как она жила. Мы же говорим, что все остается в параллельных мирах. И информация, и энергия этих древних государств. Вот мы на этой энергии воссоздадим такое театрализованное представление о Византийской империи, о богатстве Византии и перетянем это все на себя. И невзирая на то, что Византии нет, и там стоит вместо Константинополя, а еще по-другому Царьграда, как называли русские Константинополь, царский город, Царьград. Так вот, на этом месте есть другой город, Истамбул. В любом случае энергия этой местности, деньги, имущество этой местности перетягивается на человека. Я говорила вам, что мы создаем сюрреальность, иллюзион называется. Мы создаем это в мыслях, в параллельном мире. То есть мы из своих слов это создаем, а потом это воплощается в реальную жизнь, приходит. Кроме прочего, есть различный тип заговорной магии. Вот этот типаж заговорной магии называется ролевая игра. Почему? Потому что здесь присутствует беседа, вопрос-ответ. Как бы ты говоришь с этими сущностями, с этой силой? Ну вот, например, есть, например, в славянской магии, да, в русской магии, если уж так. Вот идут 13 дочерей Иродовых. Куда вы путь держите, дочери Иродовы? Идем того-то сурочить, того-то там это, наказать, запугать и так далее. Скажи им, там такой-то старец, никуда не ходите, того не трогайте, кости не ломайте и так далее. То есть идет ритуал, заговор в виде беседы, вопрос-ответ, понимаете? Различные есть виды. Вот откройте, посмотрите «Тайны заговора». Там есть и о персонажах, о сущностях, почему, как строятся эти заговоры, как происходит все. Я все настолько подробно рассказала, что было бы желание, можете открыть и посмотреть. Теперь, это сильная работа. Эта работа будет привлекать в ваш дом. Да. Ну и диалоги, вопрос-ответ, скорее вопрос-ответ. Диалог это больше как бы о чем-либо разговор. А здесь только вопрос и ответ. Ну, какой-то тип диалога, да, можно и так сказать. Смотрите. Желательно первое время этот ритуал сделать 2 раза в неделю. Желательно. Но если не получится, хотя бы раз в неделю постарайтесь сделать. Это ритуал на приумножение. Есть, например, ритуал именно денежный. Эти деньги приходят, скажем, с ваших заказов, если вы на себя работаете там и так далее. Есть ритуалы, когда вот просто вот везде и всюду распродажи, натыкаетесь, там какие-то призы, какие-то там преимущества. По разным, то есть из разных источников приходят деньги. Этот ритуал именно приумножение денег и получение всего того, что ты хочешь, легким путем. Вот ты увидела там шубу, вот хочешь эту шубу. Здравствуйте. Ну, стоит там она дорого, да, ну 100 тысяч, предположим. Вот у тебя есть 40 тысяч, а вот ты очень хочешь и не знаешь, как быть. И вдруг на днях у тебя, скажем, премию дают тебе 80 тысяч. И ты берешь, идешь и покупаешь эту шубу. И причем, когда ты идешь покупать, оказывается, она уже не 100 тысяч, а, например, 60. Понимаете меня? То есть вот этот ритуал, такой подобный ритуал, он помогает достигнуть цели. И чем чаще вы будете его делать, тем больше целей ваших воплотится в реальность и в жизнь.
Деньги нужны всегда, дорогие друзья. Даже во время войны нужны. Не даже, а более чем нужны. Деньги нужны государству. Деньги нужны людям в трудную минуту, чтобы им было на чем, как продержаться, пока снова начнут работать, да? Э, Деньги нужны после войны восстановиться. Я о том, что, ну, как бы ни звучало банально, но все в этом мире материально. Нужны эти деньги. Даже для, не дай боги, трагичных моментов деньги нужны и нужны. Для лечения нужны, для всего нужны. Когда мы говорим деньги, криминал, это грязь, я всегда говорю, криминал начнется тогда, когда тебе скажут, что твоя мать умирает, и ей срочно нужны деньги, и ты будешь готова идти ограбить банк. Вот тогда начнется криминал. А пока у тебя нет таких вот проблем и нужды, ты, конечно, лежа на диване, говоришь, да ну, деньги, это не надо никому никакие деньги, деньги зло и так далее, деньги криминал. Деньги зло и криминал начинается, когда у тебя безысходность, ты готов убить, лишь бы спасти близкого человека. Понимаете, в чем дело? Чтобы не доводить до того, чтобы некуда было деваться, лучше создать этот достаток изначально. И я вам еще раз скажу, что совершенно не до театров, до культуры, когда говорят, вот бедные люди, они богаче душой. С чего это вдруг? Посмотрите на бедных людей, которые... Бедные, имею в виду не те люди, которые все потеряли. Есть люди, которые бедные, потому что инвалиды не могут работать. Я не в издевательском тоне говорю. Я говорю о том, что соседи ваши, которые день и ночь пьют и ни хера не делают, у них дом уже разваливается, скривился и прочее, прочее. Они день и ночь гуляют, пьют, пока ты до утра работаешь там в своей мастерской, да, ранишь себе руку, пальцы, перебинтовываешь, снова работаешь. Они там трали-вали, драки, пьянки. А потом ты приезжаешь на, например, на новом джипе. И вот эти бедные, но богатые душой люди смотрят на тебя и желают тебе всего-всего, что возможно желать, самого плохого. Вот эти, понимаете, бедные и душой богатые люди. Замечаете, как смешно звучит? Не может человек бедный, который каждый день хочет есть, одеваться, который смотрит, как соседи хорошо живут и так далее, быть богаче духовно. Потому что у него все равно внутри вот эта злость. А почему у меня нету? Вот она начинает винить себя, мужа, или вообще никого не винит, винит тех, кто работает, да, тоже. Как обычно говорят, понаехали, тут лучше нас живут. Я говорю, так вам кто-нибудь мешает? У тебя и прописка есть, и все права есть, это твоя страна. Иди, ты сам делай это. Зачем ты не делаешь? Вот у тебя машина есть, начни развозить, курьером работай. Да ну нафиг, еще не хватало. Вот, где там бедные люди, богатые душой? Покажите мне таких людей. Я не знаю таких людей. Я имею в виду бедные люди, те, которые не стремятся ни к чему. Они никогда не будут богатой душой. Даже твои друзья, когда они день и ночь гуляли, по ресторанам ходили, туда езжали, сюда отдыхали, а ты в это время работала день и ночь, и ты поднимаешься чуть-чуть, ты замечаешь уже совершенно другое отношение к себе, очень холодное отношение. Иногда замечаешь просто откровенное хамство замечаешь, просто откровенное оскорбление. А иногда могут там 100 грамм накатить и сказать, да ты, блин, с тех пор, как ты там что-нибудь там смогла в жизни подняться, ты такая вся стала из себя. Ничего ты не стала из себя, никакая плохая. Просто дело в том, что ты уже неудобная, понимаете? Тогда ты была удобна. А теперь ты неудобная, потому что тебе трудно даются деньги. Ты не хочешь их содержать больше. Ты не хочешь им все время сувать деньги, помощь. Ты видишь, что они день и ночь спят до 5-6 вечера и приходят к тебе, говорят, дай деньги. Понимаете? Ты видишь, что ты предлагаешь им работы, там разные варианты. Они говорят, нет, нам это не надо, это не то, это, ну, платят там всего-то 60 тысяч, нахер надо, да, и так далее. Понимаешь? И ты понимаешь, да я работаю день и ночь, как ишак. И я должна вас содержать, потому что вы ничего не хотите. И тогда начинается следующая серия. Да ты там зазналась, там тоже мне стала вся такая королева. Нет. Просто когда ты работаешь,
тратишь силы, энергию, здоровье, молодость. Ты думаешь, а чем ты лучше меня? Ты почему ничего не хочешь делать? Если ты нигде не училась, ни к чему не стремилась, иди работай хотя бы уборщицей. Почему ты должна каждый раз приходить ко мне, а я должна чувствовать себя еще неловко, что я такая тварь, и вот смею тебе говорить, что работать надо. Понимаете, в чем дело? И в конце концов, не только чмошники так себя ведут, я тебе скажу. Так могут себя вести и старые друзья, которые вполне нормально состоятельные люди. Но как только видят, что ты поднимаешься, им это не нравится. Им нравилось, когда ты зависела чем-то от них. Не материально, а просто они видели, что ты, хуже живешь. Понимаете, было время, когда, например, мои подруги, например, мне говорили, ой, а вы знаете ее? А потом настало время, когда ей начали говорить, вы подруга Инги Хусроевой, ой, как вам повезло. И вот знаете, как колет сильно? Это надо понять. Это знаете, как вам сказать, это такой красный флаг для быка, когда ей говорят, Инга Хусроева, вы ее знаете? Вы ее подруга, ой, как вам повезло. И тут человек понимает, что нифига себе, я осталась здесь, на этом уровне, отстала, она вперед пошла. И начинает тебя ненавидеть. Так что я к тому, что деньги нужны всем. И как устроен этот ритуал, я вам объяснила. Теперь вам нужна будет красная ткань, красная лента, золотистая или желтая ткань, которую вы потом, значит, вот таким образом завяжете как мешочек. Именно ткань, не мешок золотистый. И золотая свеча. Вытащите, разложите свои украшения. Это зависит от вас. Я вам говорила, творческий подход. Больше старайтесь, больше делаете, больше ваших украшений, имущества подпитывается энергией денег, они больше будут к себе притягивать. Те, которые на моем канале давно, мне кажется, что нет никакого смысла вам объяснять. Вы прекрасно знаете, как они работают, как они притягивают. И когда через некоторое время вам уже некуда просто складывать ваши украшения, вы вспоминаете мои слова, как я вам говорила. Помните? Кстати, откройте закон денег и смотрите. Это очень нужная лекция, если вы хотите правильно подниматься. Итак, зажигаем. И 6 раз читаем. Я, наверное, прочитаю несколько раз, потому что у меня и памяти не хватит, но еще и много дел. Потом свечу надо потушить и использовать только для этого ритуала. Когда свеча закончится, вынесите и оставите 6 монетами под деревом. И говорите, я откупаюсь. Надо откупаться от духов. Какая-то идиотская бабка сказала, ой, ну бред какой-то. Денежный ритуал, а потом надо откупаться. А что, от своих денег, что ли, откупаться? Так и хочется сказать, нет, дура старая. Нужно откупаться от тех духов, которые тебя услышали, пришли и исполнили то, что просила. Нужно им отдавать дань. Дань уважения и благодарность за то, что они тебе помогают. Вот от чего мы откупаемся. Чтобы ты знала, дурочка. Потому что это закон магии. Излечилась – откупайся. Услышали – откупайся. Скинула болезнь на животное – откупайся. И так далее. Тогда давайте скажем, чё, от своего здоровья, что ли, откупаемся? Если у вас нет мозгов, не нужно говорить о высших материях, понимаете? Как говорится, рожденный ползать, пошла нахер со взлетной полосы. Итак, пойдемте дальше. Вот зажгли эту ленту. Энергию этой ленточки освобождайте, то есть раскрыто вот так положите. И начинаем читать. Минуточку.
Так. Вот. Стоит золотой Царьград византийский, палаты императора и богачей дворцы. В золотом городе Царьграде, в стране византийской, стены домов золотые, да, купола алмазные, в них жемчуга, в них бирюза, рубиновые потолки, серебряные полы. Живет там народ сыто да богато. А казна императора полна, стекается туда все добро племен до народов мира. О, золотой Царьград славный византийский! Как же ты живешь? И ответит город: живу я богато, да красиво живу. Во славе горделиво. А кто золотую свечу зажжет, да имя мое, да силу мою и добро мое к себе призовет, тот так же, как я, в достатке да в богатстве век свой проживет. Все добро мира ему достанется, да внукам его еще останется. Я свечу золотую зажигаю, богатство с города Царьграда, страны византийской, к себе призываю, к себе зазываю. Свои сундуки забираю. Эй ты, добро, злато-серебро, диковинные дары, меха и жемчуга, алмазы, соболя, с города Царьграда отрывайся, да ко мне прилипай. У меня оставайся. Жить мне отныне так же богато, как правители Византии и славного Царьграда. Жили, поживали, дары и дань со всех собирали. Так и мне золотой свечой дары себе собирать, да богатство получать. Истинно заклято. Вы знаете, что я иногда думаю? Сейчас, секунду, я тут поправлю. Я вот иногда думаю, вот откуда у меня такие мысли? Вот подумайте на секунду, смотрите, как красиво составлен ритуал. Я иногда сижу, перечитываю свои книги. Я понимаю, что это мое творчество, я понимаю, что это залог моих, скажем, прочитанных книг, изученных, да, что это моя эрудированность, все-таки грамотность. Я понимаю, что просто так с воздуха не падает. Это понятное дело. Но вот представьте, когда люди говорят, что, например, ой, да все так могут, да мы все. Я знаю многих, которые пробовали так же создать, как я, то есть создать ритуалы. Начали вести каналы, всякую ересь начали нести. И пойдет она в страну прекрасную, где, что там, где прекрасные поля и золотые, и сахарные уста. То есть сборище абсолютно какой-то белиберды, ахинеи. То есть они пытаются создать, как я. Они тоже хотят ритуалы сделать. Они тоже какую-то ересь хотят там как что-то выставить, что как бы ритуалы. Но у них получается такая хрень, люди, правда. Вот реально, вот как это вот приходит. Я сама иногда сижу, думаю, ну не зря сказано проводник, понимаешь? Проводник. Мы жреческая каста. И языческие боги, языческая сила, она через нас передает людям. Мы часть силы, вот этой мировой силы. Мы часть шаманов, силы там, авгуров римских и так далее. То есть вот они все есть часть мировой силы. Вот точно так же, как и я. И ты вот просто сидишь и думаешь, я пишу, вот как, знаете, как моей рукой просто пишут, это все написали. Потом сижу и думаю, а это же ведь будет работать. Это будет работать и будет очень сильно работать. Понимаете? Тут даже недостаточно просто красивые слова там прицеплять. И сколько же хотят. А вот реально вот она сила.
Вот она, показатель силы. Все пытаются тебе подражать, но они становятся просто китайской подделкой французских духов. Вот китайской. Понимаете, которая воняет, как, извиняюсь, моча ослиная, но никак не Шанель. И ты понимаешь, что вот твое сильное оружие – это действительно сила за твоей спиной, что, собственно, их и бесит, и с ума сводит, и они готовы вешаться, это обсуждать, якобы там разлагать, якобы там, не знаю, там искать изъяны и прочее, прочее. А на самом деле, ты понимаешь, что вот хоть они там об стену долбанутся, у них нету этого, им не дадут. Им не дадут, во-первых, такие вот созвучные, такие логические, сильные работы. И, во-вторых, работы, которые будут работать и будут действительно действовать и помогать людям. Ну, не дают им, хоть ты сдохни, понимаешь? А мне дают, и мне дают они. Некоторым кажется, что легко, но это совершенно не так. Я за это отдала 20 лет своей жизни и половина своего тела. А многое остальное ад в моей жизни я вообще молчу. Многие бы спились и повесились на моем месте, а я живу, еще и со всем миром воюю. Но я же Ника, богиня победы, а Ника никогда не проигрывает, понимаете? Это нереально для нее. Ей подкидывает судьба. Я не богиня войны, я войны не создаю сама. Я сама не начинаю какие-то там разборки. Нет, я до последнего терплю, потому что я так не хочу нервы тратить, время. Но когда я взялась, писец. Вот знаете, как Ника пришла во время войны богов и титанов и поставила последнюю точку. То есть она как только появилась, боги выиграли войну. Люди не понимают, что когда вмешиваются в водолеи, в любой процесс водолеи, если вмешались, вот чью сторону они занимают, эта сторона выиграет. Если они за себя воюют, они выиграют. Если они занимают чью-то сторону, эта сторона обязательно выиграет. У водолеев есть чутье. Во-первых, они не обманут, они не умеют обманывать, у них не получается. Хитрость, благоразумие, там, мудрость им дана, но обмануть они не могут, они говорят правду. Такие люди не опасны, они в спину не ударят, они тебе в лицо скажут все, что думают. Хотя очень долгое время твоя совестливость, воспитание тебе мешают. Но в любом случае потом уже старше становишься, учишься говорить «нет». Но вот чью сторону? Самое главное – привлечь Нику в свою сторону. Если Нику привлекла в свою сторону, да хоть народ, этот народ выиграет. Понимаете? Точно так же, как боги выиграли войну. Они проигрывали титанам, пока Нику не позвали. И вот Нику уговаривали титаны, боги, все уговаривали, как бы такие перспективы ей сулили, лишь бы она перешла в их сторону. И она перешла в сторону богов, и боги выиграли. И поэтому Нику считают... Спасибо, Айша. Нику считает как бы спутницей Афины. Зевса изображает в руке Ника. Нику родила, то есть река Стикс, река между миром живых и мертвых. И ее священными водами клянутся боги, настолько уважают, что она родила Нику, понимаете? Но поскольку она дочь реки смерти, это говорит о том, что все победы ей все-таки даются душевными травмами, понимаете? Она получает душевные травмы, от нее уходит очень много сил. То есть у нее какая-то часть после каждой победы вымирает. Но это не мешает ей это сделать. Вот о чем я говорю. Так что хотите победы? Дружите с водолеем. Я не хвалю свой знак, я просто говорю, что этот знак считается самый уникальный. Февраль – это месяц, который непонятный. Вот он может быть высокосный, он может быть обычный, понимаете? Это необычные люди, рожденные в феврале. Очень сложной судьбой, но они очень человечны, этим и привлекают. Потом им дано очень многое во всех сферах. Если вы сейчас покопаетесь, очень многие удачливые цари, стратеги были водолеи. Они умеют мирить народы, они умеют мирить совершенно разных людей. У них
уникальная возможность вот самую страшную ситуацию повернуть так, чтобы для человека было все... Хотите новых идей, спросите Нику, она вам скажет, что надо делать. И вы вдруг поймете, что дело в том, что у вас не то, что плохая ситуация, да у вас самая лучшая в данный момент ситуация, и все карты в ваших руках. Умеют они недостаток превращать в достоинство. Понимаете? Видят они совершенно иное, то, что не дано другим. Но видят они видением души, потому что у многих ник проблемы с глазами. У водолеев это самая главная проблема. Они либо косят в сторону, либо у них с детства с глазами проблемы постоянно, либо у них глаза меняют цвет, либо разноглазые, но это водолеи. Да, они же источник, они же вода. Они источник идей и прочее, прочее. Но молчать они, конечно, тоже не будут. И это свободолюбивый знак. Вот мужчина, который не мешает тебе, никак не дает о себе знать, он занят своими делами, ты своими, это идеальный мужчина. Идеальный. Просто не касаться ее свободы, потому что как только касается ее свободы, она чувствует себя скованной, она чувствует, что над ней хотят вот давить на нее, не уважают ее, пытаются ее второстепенной сделать в семье, она будет несчастлива. Просто вот, ну как бы, дать ей возможность для своего творчества, и все. А она даст ему возможность очень широкий, никогда не будет лезть в его дела. Никогда. Не скажу, что знак прям самый лучший на Земле, это еще зависит от человека. Но в любом случае в Водолее все-таки лидеры и военачальники. Вот что я хочу вам сказать. Ладно, похвалила себя и хватит. Пошли дальше. А то, знаешь, не скажешь, никто не скажет. И вообще, говорят, автор забывает, а информация остается. Кто там это сказал, никто не будет помнить. А то, что вот это, вот я вот так вот, да, это останется в памяти. Кажется, я возвращаюсь, да, в себя, и вы уже узнаете прежнюю Ингу. Ну что делать, дорогие друзья? Мир состоит не только из свадеб, да, и из гулянок. Мир еще состоит из войн, из трагедий. Поэтому, конечно, невозможно радоваться, когда... Пока еще, конечно, эта радость неполноценная, но, по крайней мере, я немного начала просто жить. А вы представьте, что было бы с нами, с армянским народом, если бы, не дай боги, случилось бы совсем по-другому. Те, кто просто болтает, они даже представления не имеют, что это за ужас. Византия вот так пала, Великая Византия. Представьте, что чувствовали люди, которые там жили, и потом пришел другой народ и полностью вырезал или подчинил. Вот представьте, твоя страна, а тут совершенно другое племя хозяйничает. Что эти люди испытывали просто? Вот чтобы такого не было, надо слушать тех, кто говорит правду. Потому что в период падения Византии тоже были люди, которые предупреждали народ, просили, объясняли, а народ и закидывал камнями. Вот так и дозакидался. Так, начнем. Еще раз прочитаем. Стоит золотой Царьград византийский. Палаты императора и богачей дворцы. В золотом городе Царьграде, в стране византийской, стены домов золотые, да купола алмазные. В них жемчуга, в них бирюза, рубиновые потолки, серебряные полы. Живет там народ сыто да богато. А казна императора полна, стекаются туда все добро племен до народов мира. О, золотой Царьград, славный византийский, как же ты живешь? И ответит город: живу я богато, да красиво. Живу во славе, горделиво. А кто золотую свечу зажжет, да имя мое, да силу мою и добро мое к себе призовет, тот так же, как я, в достатке, да в богатстве век свой проживет. Все добро мира ему достанется, да внукам его еще останется.
Я свечу золотую зажигаю, богатство с города Царьграда, страны византийской к себе призываю, к себе зазываю, свои сундуки забираю. Эй ты, добро, злато-серебро, диковинные дары, меха и жемчуга, алмазы, соболя, с города Царьграда отрывайся, да ко мне прилипай. У меня оставайся, жить мне отныне так же богато, как правители Византии, славного Царьграда. Жили, поживали, дары и дань со всех собирали. Так и мне золотой свечой дары себе собирать, да богатство получать. Истинно заклято. Так, дальше. Стоит золотой Царьград византийский, палаты императора и богачей дворцы. В золотом городе Царьграде, в стране византийской, стены домов золотые, да купола алмазные, в них жемчуга, в них бирюза, рубиновые потолки, серебряные полы. Живет там народ сыто да богато. А казна императора полна. Стекается туда все добро племен до народов мира. О, золотой Царьград, славный византийский, как же ты живешь? И ответит город: живу я богато, да красиво, живу во славе, горделиво. А кто золотую свечу зажжет, да имя мою, да силу мою, да добро мое к себе призовет, тот так же, как я, в достатке да в богатстве век свой проживет. Все добро мира ему достанется, да внукам его еще останется. Я свечу золотую денежную зажигаю, богатство с города Царьграда, страны византийской, к себе призываю, к себе зазываю, свои сундуки забираю. Эй ты, добро, злато, серебро, диковинные дары, меха и жемчуга, алмазы, соболя, с города Царьграда отрывайся, да ко мне прилипай. У меня оставайся, жить мне отныне так же богато, как правители Византии, славного Царьграда. Жили, поживали, дары и дань со всех собирали. Так и мне золотой свечой дары себе собирать, да богатство получать. Истинно заклято. Еще раз напомню, что желательно читать 6 раз. Я прочитала 3 раза, просто показываю вам, как надо. Я-то здесь обучаю, в принципе. Берете, вот, именно вот ткань, то есть не мешочек. Не надо завязывать, ничего не надо. Вот так вот сделали, вот, и вот этой красной лентой привязываем. Вот, привязываем еще. Еще, кстати, признавайтесь, многие сделали вазу богатства. И что потом произошло? Мне прям интересно. Как-нибудь скиньте голосовые, я на днях еще выставлю. Я знаю некоторых людей, которые после вазы богатства вторую машину купили в течение 1,5 месяца, что ли, вот так. Вот. В следующий раз снова берете эту золотую свечу, снова зажигаете, снова вытаскиваете некоторое количество ваших... Почему украшения нужно положить на алтарь, дорогие друзья? Объясняю вам. Вы даете денежную энергию своему имуществу. И оно притягивает, то есть она усиливает, еще больше к себе притягивает таких же, да, такие же дары, украшения и так далее. Вот вы и сказали потом, то есть завязали мешочек, взяли, потушили и это все спрятали. В следующий раз опять вытаскиваете, красная ткань и так далее. Дед Хабар, я хочу вам сказать, мне написали уже много кто, люди довольно состоятельные сами, написали, что у них вся семья, сначала они смеялись над ней, что-то, машины едут. Вся семья начала закупать золото, машины, понимаете, больше и больше и больше. Сейчас, секунду, я посмотрю, что это. Машина там проезжает. Ну там.
соседи наши, наверное. Просто интересно, там ранним утром. Все понятно, я поняла. И она говорит, у нас все начали, все родственники, все родные, все, кто надо мной смеялся, начали закупаться то золотом, то машинами, то еще чем-нибудь. Другая мне сказала, после Хабара у меня у сына очень хорошо дела пошли и так далее. Я вам объясню, почему так происходит. Знаете, вы своей энергетикой отдаете своим родным людям. Это же ваша родная кровь. Она по крови идет. Вы живете хорошо, вы удачливый человек. Эта удачливость передается потомкам. Человек бедный, человек пьющий, человек тунеядец и так далее. Это состояние, это ощущение передается потомкам. Мы передаем своим потомкам свои качества. И мы берем от своих родителей и от своих предков тоже качество. И тоже какую-то, знаете, типаж судьбы какой-то. Так что это неудивительно, что вы делаете ритуалы, а у вас дома все начинают хорошо жить, одеваться, покупать машины, там хорошие находят хорошую работу. Не удивляйтесь. Так вот, мне многие пишут, что вначале смеялись над ней, особенно когда она там пошла закапывать, туда-сюда, издалека посмотрели, посмеялись над ней. Она говорит, я им ничего не сказала. А потом как одно, второе, третье, такие прям перспективы открылись, все такое. И муж говорит, слушай, а что ты там закапывала? Может, мне тоже надо делать? Кому ты там что закапывала? Я знаю мужчин, я же говорю, мужчины видят, потом верят. Женщины верят, потом получают. Это так устроен мир, мироздание. Женщина ближе к мирам духов, потому что основное количество, кто идет именно к ведьмам, женщина. Некоторые идиоты говорят, потому что женщина глупая. Нет, потому что женщина очень хорошо понимает, осознает и чувствует мир духов. Мужчина не так. Если женщина счастлива, ее муж живет хорошо. Почему я мужьям говорю, не обижайте своих жен. Женщина, которая тебе желает удачи, любит, обнимает, она тебя делает более богатым. Вот сколько было таких случаев, когда мужья уходили от одной женщины к другой, замечательно работал, и все у него было успех, деньги, все на свете. Он думал, это его заслуга. Он ушел к ней и все потерял, все, буквально все начало уходить просто из рук. Обанкротился, там эта катастрофа, то разбилась машина, там этот мужик какой-то его кинул, убежал. Почему? Потому что женщина, которая имела сильную связь с миром духов, у которой сильная была сила рода и так далее, эта женщина ему приносила удачу. Она для него была как талисман. Ее любовь, ее пожелания, ее пожелание удачи ему. То, что этот ее мир, это духи ее предков видели, что этот мужчина любит ее и осчастливил. Они в благодарность этому мужчине дарили удачу в делах. А когда он предал, причинил ей боль, вот этот мир духов от него отвернулся. Понимаете, как, почему получается? И мужики начинают, вот она прокляла, к бабушкам идет. Ни к каким бабушкам она не идет. Просто она больше не желает тебе той удачи, и ты все потерял. Понимаете, вот такое вот происходит. Потому что удача немаловажна. Повернуть к себе мир духов, подружиться с ними, и они будут создавать вам постоянные такие условия, удачливые, понимаете? Постоянные. Вот ты 100 раз проходил мимо этого здания, ни разу не захотел, а тут раз и что-то тебе приспичило, там, извиняюсь за выражение, раз и тебе надо туда зайти. Вот ты зашла, потом выходишь, видишь торговый центр, видишь, там продают, например, вот ты хочешь кафе открыть, у тебя нет денег столько купить это все, а ты видишь, что там написано, что они просто за бесценок продают, ликвидируют это все. Ты подходишь, все заказываешь, и если ты должна была потратить 1 000 000, ты 100 000 заказываешь, то есть на 100 000. Призывать нужно, Александр. И тебе не 1 000 000 надо тратить уже, а ты за 100 000 уже обставила все это кафе. Понимаете, почему я говорю? Тебя приводят всеми дорогами к этой удаче. Но для этого надо с миром духов подружиться. Все, дорогие друзья. На этом все, потому что у меня еще есть
некоторые работы, которые я хочу сегодня выставить. Я сегодня выставлю. Всем удачи и всех благ.